Блэк-метал — это глубокий, выразительный и разнообразный жанр музыки, в который очень тяжело врубиться. Например, мне в свое время очень повезло. Я рос в то время, когда тяжелая музыка была распространенной, модной. Все вокруг меня слушали тяжелую музыку. И будучи человеком, который слушал различный металл уже, не знаю, года 3, мне было очень легко погрузиться в мир блэк-металла. И меня совершенно не оттолкнула музыка Mayhem или Burzum при первом прослушивании. Однако я могу прекрасно себе представить, как на эту музыку может отреагировать человек, не росший в тех же условиях, что и я. И, как мне кажется, могут быть совершенно другие истории знакомства с жанром. Первый опыт может быть реально отталкивающим, либо дать неправильное представление о жанре. И именно поэтому я хочу вам рассказать о 5 альбомах, которые, на мой взгляд, дают хорошее представление о жанре и при этом не являются тем, что с первого раза должно оттолкнуть человека, который увлекается музыкой. Я не буду пытаться понтоваться в этом видео знанием каких-то андеграундных артистов и прочего. Я постараюсь дать как раз 5 каких-то альбомов, которые довольно популярны и известны, признаны в сообществе и являются при этом хорошим представлением того, каким разнообразием обладает этот жанр. Очень часто можно услышать советы о том, что знакомиться с блэк-металом нужно через общепризнанную классику жанра, через такие группы, как Mayhem, Burzum или Bathory. Естественно, я также убежден, что это essential альбомы, но, на мой взгляд, слушать их нужно по второму кругу. Так можно получить гораздо больше удовольствия от этих работ и лучше их понять, нежели пытаться приступить к ним с неподготовленными ушами. Итак, давайте начнем обсуждать альбомы и пойдем по историческому порядку. И первый альбом, про который я хочу рассказать, несомненно, является представителем классики, но, так сказать, заход немножко все-таки не самой очевидной стороны. Удивительным фактом является то разнообразие жанров, с которыми эта группа работает. Это группа Ulver, и это ее первый альбом «Bergtatt» 1995 года. Классика норвежской сцены. И почему я хочу посоветовать вам этот альбом? Первое, он звучит одновременно сыро и при этом понятно. Это очень важно, потому что зачастую классические альбомы в блэк-металле звучат сыро, что является, несомненно, характеристикой жанра, но при этом совершенно непонятно. Очень тяжело расслушать те самые вещи, которые должны вовлекать в жанр. На этом альбоме это не проблема. Второе. На этом альбоме большое количество фолковых элементов и присутствует чистый вокал. Это все делает, на самом деле, этот альбом довольно приятным на слух. Большое количество артистов вдохновлялось этим альбомом и использовали примерно те же приемы вплоть до музыки 2019 года. В этом смысле это альбом крайне влиятельный на жанр. Но одновременно с этим на этом альбоме есть вот эта вот перчинка, эти самые экстремальные элементы музыки. Это экстремальный вокал, это скоростные барабанные партии, это жужжащие тремоло, гитары. Все это тут есть. Очень классно оба элемента сочетаются друг с другом. Вот это вот приятное звучание, этот приятный чистый вокал и, соответственно, вот эти самые экстремальные элементы. Все это создает ощущение, которое можно сравнить с тем, когда вы пробуете, не знаю, вкусную шоколадку с перцем чили. Вы пробуете, на вкус сладко, но потом вот приходит этот, так сказать, панч, который заставляет вас почувствовать, все гораздо интереснее. Ну и третья причина — это невероятно атмосферный альбом. Когда я его слушаю, я погружаюсь в этот самый лес, который находится на этой обложке. У меня ощущение, что я нахожусь в полной темноте, я не понимаю, что делать, мне надо куда-то бежать, но при этом одновременно с этим я вижу вот это вот лазурное небо, я понимаю, что на самом деле, бежать никуда не надо. Я в долбанном лесу, я на природе. Почему бы мне не просто насладиться тем, что меня окружает? И в этом и суть альбома. Он одновременно вызывает у вас совершенно негативные эмоции, переживания, тревогу, и одновременно успокаивает. Это очень крутая комбинация. Погнали дальше. Второй альбом, про который я расскажу, тоже сделан представителями классической норвежской сцены. Только это альбом 2002 года.
Сделан он той группой, которая стала олицетворением блэк металла в поп-культуре. Все эти мемы, приколы, стереотипы, которые сформулировала эта группа, были бы сами по себе, наверное, скорее негативным явлением. Но, блин, эти чуваки умеют писать песни. Это группа Immortal, и это их альбом 2002 года Sons of Northern Darkness. Первое. Если вы до этого слушали метал-музыку, этот альбом будет идеальным первым альбомом в жанре black metal. Почему? Вообще, в целом, black metal музыканты и слушатели стараются себя дистанцировать от общей вот этой культуры металлхедства, да, чуваков, которые слушают все жанры подряд. Эти парни не парятся, они со всеми дружат, тусуются и используют огромное количество элементов классической метал-музыки в своей музыке. И из-за этого этих парней очень легко слушать, если вы, например, до этого слушали трэш или death metal. Вам будет все казаться знакомым, и как бы это очень круто. Второе. Эти парни умеют писать песни. В этой группе очень хорошо заметен вот этот вот композиторский талант. Песни невероятно интересные, их слушать, весело, в хорошем смысле. Рифы, барабанные партии. Все музыканты на этом альбоме отличные, все очень качественно играют на инструментах, звук прекрасный. Поэтому этот альбом на самом деле очень доступен, и его в любом случае, банально весело слушать. Ну что ж, давайте отвлечемся наконец от норвежцев и перейдем к немного другим сценам. И следующий альбом, про который я расскажу, это альбом 2007 года. Он сделан шведами. И давайте я сразу расскажу. Это группа Vetain, альбом Sworn to the Dark. И почему я хочу про него рассказать. На этот альбом в свое время отреагировали скорее положительно, но потом мнения разделились. И в целом альбом, такой спорный. Почему он спорный? Наверное, как раз по тем самым причинам, почему он хорош в качестве первого прослушивания. Во-первых, на этом альбоме очень хороший звук. Можно сказать, вылизанный. В этом смысле его очень хорошо слушать новичкам. Вам будет все прекрасно слышно и понятно, ничего не будет отталкивать. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что в этом альбоме люди находят много отсылок ко всяким классическим рифам и группам, типа того же Mayhem или Dissection. Это группы, которые все так сказать, слушатели Black Metal давно уже 1000 раз переслушали. Вы их не слышали. Вы на этом альбоме не услышите ничего такого, что будет вам казаться, знаете, вторичным. И, наверное, главное, почему я хочу посоветовать вам этот альбом, это то, что в нем есть то самое звучание, такое классическое звучание, основа Black Metal. И единственное, что, как мне кажется, совмещает все разнообразие групп в один единый целый жанр. Это ядовитое диссонансное звучание музыки. Здесь этого по горло. И в этом смысле это прекрасный альбом, чтобы познакомиться с этим самым звучанием. Следующий альбом, про который я расскажу, это альбом, который олицетворяет, скажем так, ренессанс музыки, связанной с блэк металом, не в узком кругу субкультуры, а в широком круге меломанов. Это альбом, который хорошо показывает, почему black metal — это очень разнообразный и во многом универсальный жанр, который можно сочетать с огромным количеством музыки, которая вообще никак не связана с экстремальной музыкой. В данном случае я рассказываю про альбом группы Amizur, так и называется, 2009 год. Это альбом, который на самом деле не в жанре black metal, он скорее в жанре постпанк, но с блэк-металлическими элементами. Именно поэтому этот альбом работает. Без вот этих вот элементов это был бы совершенно невзрачный альбом, обычный такой постпанк с женским приятным вокалом, но тем не менее ничего выдающегося.
Но именно блэк-метальные элементы привнесли в него вот эти вот специи, которые очень важны для того, чтобы музыка работала. На самом деле это альбом, который я безумно люблю. И безумно люблю ту атмосферу, так сказать, те картины, которые он создает в моей голове. И, в принципе, во многом они в этой самой обложке. Идеальный альбом для того, чтобы представить себе такой романтический, темный, урбанистический пейзаж. В общем, это отличный первый альбом, если вы заходите с меломанского угла в этот жанр, нежели со стороны людей, которые слушают металл. Другой альбом, который я могу посоветовать на эту тему, это альбом Zeal and Ardor, Stranger Fruit. Мне кажется, это альбом 2018 года. Чем этот альбом хорош? Да, на самом деле тем же самым, чем Амизер. Это во многом не блэк-метальный альбом, но который использует очень хорошо элементы блэк-металла. Вы в основном будете слушать ту музыку, которая вам понятна, но она будет приправлена теми элементами, которые вам могут быть незнакомы и в которые захочется врубиться, скажем так, ну, аккуратненько, да? Ну и помимо этого, это просто прекрасный альбом, без всяких вопросов. Ну это, кстати, такой бонусный альбом получился, потому что у меня остался еще один. Ну и финалочка. Это альбом, который вышел в 2015 году, но уже сходу стал классикой жанра. Это альбом, который очень хорошо показывает, в каком направлении двигается современный black metal. И это альбом, в который врубаются все. И любители жанра, и элитисты жанра, люди немножко со стороны, вот те самые меломаны, которые сидят на Rate Your Music и чекают свежие альбомы. Поляки из группы Мгва. Альбом 2015 года Exercises in Futility. Есть несколько вещей, по которым этот альбом прекрасен. Главная вещь — это, конечно, композиционный талант музыкантов и их, так сказать, отдельные выдающиеся способности. Барабанщик на этом альбоме просто бог. Музыканты обладают каким-то невероятным талантом к тому, чтобы взять один риф, играть его на протяжении, там, не знаю, 5 минут, но при этом так хорошо его окутав, там, не знаю, разнообразными партиями барабанных, второй гитары и прочим, совершенно не скучно. Ты можешь слушать этот один и тот же риф долгое время. Вся суть жанра находится в этом альбоме. Это и яд в звучании, это и жесткая нигилистическая лирика, диссонансное звучание. Очень сконцентрированный и интенсивный опыт. Есть ощущение, знаете, эпичности и величия, но при этом без тени пафоса, без булщита. Вообще, эта группа, к ней вообще не придраться. Здесь нет никаких элементов, которые считаются зачастую в поп-культуре смешными или кринжовыми. Тут все четко как надо. Их концертный образ, лирика, все не подкопаться. Ну, в общем, у меня получился примерно такой список. Интересно послушать ваши идеи. Во-первых, послушали ли вы что-то, понравилось ли вам? И если вы уже разбираетесь в жанре, напишите свой топ-5 альбомов, которые, как вы считаете, стоит послушать в первую очередь новичкам. Будет интересно почитать ваши мысли, и, ну, если кто-то действительно найдет это видео полезным, комментарии в нем тоже будут полезны. А так, спасибо большое. Когда-нибудь, может, увидимся еще.